Итак, для начала мы заходим на сайт taobao.com. Как мы видим, все здесь на китайском языке, и для того, чтобы хоть как-то сориентироваться, нам нужно это все перевести. Но, естественно, вручную мы это все переводить не будем, поэтому я использую браузер Chrome, и у меня установлен плагин Google Translate. Он у меня вот автоматически всплывает, но если он не всплывает у вас, нажимаете правой кнопкой мыши или на Mac это Ctrl и левая кнопка и Translate to English. Вы можете перевести на любой другой язык, но мне нравится переводить на английский, потому что перевод получается более качественный, меньше всяких кракозябр. Мы видим, что у нас, в принципе, сайт весь перевелся, и меню наверху тоже перевелось. Но очень часто, когда переводятся китайские иероглифы на любой другой язык, получается, что они вот все накладываются друг на дружку здесь и здесь. Как мы вот видим, тяжело бывает как-то просмотреть, прочитать, что там находится. Особенно это тяжело, когда какие-то пункты меню вы переводите. Вы в версии, которая переведена, очень тяжело нажать на нужную вот кнопочку попасть. Ну, как мы видим, у нас есть вход для зарегистрированных пользователей, регистрация и мобильная версия телефона. Мобильная версия для телефона. Ну и вернемся к оригиналу. Нажимаем на регистрацию. Нас перекидывает на страничку. Здесь автоматически всплывает такое вот окошко. В нем прописаны все правила по пользованию сайтом. То есть вот здесь 3 ссылочки на правила, если вы хотите почитать их более подробно. Первое – это правила сайта Taobao. Второе – это разрешение на использование и обработку ваших персональных данных. И третье – это соглашение об использовании платежной системы Alipay. Оно нужно для того, чтобы вы смогли оплачивать свои товары, выбранные вами товары на Taobao. Нажимаем «Продолжить». Автоматически, у нас здесь номер телефона, автоматически у меня определился регион, region, Швеция и код города. И я ввожу свой номер телефона, шведский. Дальше у нас такая зеленая галочка, значит все хорошо. Дальше нужно проверить номер телефона, на предмет того, что это настоящий номер или это фейковый. Для этого мы вот здесь у нас такие стрелочки, 2 беленькие, левая кнопка мыши нажимаем и просто оттягиваем вправо до упора. И ждем тоже появления вот здесь вот такой зелененькой кнопочки. Все хорошо, нажимаем кнопку «Далее». И ждем. Вот у нас здесь номер телефона, на него должна прийти смс-ка, и вот у нас есть определенное время, за которым мы должны все ввести. Сообщение мне пришло мгновенно. Мы сейчас будем набирать код 696412. Ввели код, нажимаем «Далее». И здесь у нас прописано, что это у нас будет имя пользователя. И здесь нужно ввести пароль для Taobao. Пароль должен состоять от 6 до 20 знаков. Он должен содержать циферки, буковки или знаки препинания, допустим, точка, но нельзя пробел ставить. И комбинация в пароле должна быть и цифры, и буквы, и пунктуация. То есть не только цифры, только буквы, только точечки. То есть что-то должно быть разное. Давайте, допустим, я сделаю пароль
большая буква Q, 1, 2, 3, 4 и маленький AZ. И следующее, большая Q, 1, 2, 3, 4, AZ. Две зеленые галочки означает, что пароли совпадают. И имя пользователя я менять не хочу, пусть оно будет таким же. Если оно мне не нравится, я здесь набираю что-то там другое. И не хочу это набирать. Ну ладно, давайте так уж и быть введем. Пусть будет Sweden, Russia 1. И мы ждем, пока проверится здесь. Все хорошо, все проверилось, мы зарегистрировались. И тут же нам приходит два сообщения. Первое — это спасибо за регистрацию на Taobao. Пожалуйста, перейдите в alipay.com для активации вашего электронного кошелька в Alipay. И здесь также указан логин и пароль. И нас, как мы видим, автоматически отправляет на Passport, Alipay.com, то есть на этот наш интернет-кошелек. Переводит у нас очень долго, но переводит он долго настолько за пределами Китая. На территории Китая с этим вообще проблем не возникает, и все очень происходит быстро. Здесь, конечно же, нам нужно подождать, причем, похоже, очень долго. Это также вы можете наблюдать эту картину, что все очень медленно грузится. Если вы будете использовать китайские поисковые сервисы за пределами Китая. Например, поскольку в Китае заблокирован Google, и вам нужно найти что-то, то очень часто люди пользуются китайским аналогом Baidu, baidu.com. И в Китае он работает просто мгновенно, летает за доли секунд. А на территории других стран, конечно, вот в Швеции, по крайней мере, очень медленно, тормозится. И то же самое касается и карт. В Китае есть аналог вот этих Google Maps, есть Baidu Maps, maps.baidu.com. И тоже здесь, чтобы в Швеции мне что-то открыть и посмотреть город, и посмотреть, там, маршрут какой-то проложить требуется, не хочу соврать, но более 10 минут. Хотя в Китае это все делают буквально там за 10 секунд. Ждем. К сожалению, ссылка не перенесла нас на сайт платежной системы alipay.com, но она нас перевела на страницу входа в наш аккаунт на Taobao. И для этого мы вводим наш логин. В моем случае это вот этот вот, и пароль там был у нас Q, 1, 2, 3, 4, этот. И нужно ввести вот здесь вот значочки, как это называется, подтверждение, что ты не робот. По идее, когда вы это все делаете в Китае, здесь тоже должна будет появиться такой зелененькая галочка, но поскольку все очень работает медленно за пределами Китая, то мы ее здесь не видим. И пытаемся вот сейчас войти в наш аккаунт. К сожалению, это занимает очень много времени. И мы видим теперь на главной странице Taobao. Мы видим, что здесь вот у нас появился наш логин. И здесь вот справа тоже у нас есть информация о нас. В принципе, мы можем перевести страничку на английский, посмотреть, что да как. Здесь вот привет, бла-бла-бла. Сколько тут у вас покупок было совершено, сколько там в ожидании, сколько вам нужно оплатить. Мы заходим, смотрим тоже здесь переводчик, конечно же, что можно зайти в свой аккаунт, изменить настройки. То вот
7 дней привилегий чего-чего, непонятно чего. Давайте нажмем. Посмотрим, что оно нам предложит. Просто 7 дней вы можете товары со скидкой. Ну, в общем, покупать. Обычно это полный бред и скам, потому что ничего хорошего здесь вам не предложат. Ну, может, что-то вам понравится, но по сути, если вы будете просто искать те же самые товары в поиске, то возможно, что вы их найдете гораздо дешевле. Так, возвращаемся назад и можно зайти в свой аккаунт. Также для того, чтобы на него зайти, можно просто нажать на фотографию, на картинку этого монстрика. И мы переходим вот на главную нашу страницу в аккаунте. Переводим на английский для удобства. Очень базовая информация. Почтовый адрес, email. Он у вас не указан. Добавить. Добавить почтовый ящик. Ну, давайте добавим. Для чего нам нужен почтовый ящик? Для удобства, потому что если вам какой-то товар не понравился, что-то вы там оспариваете, то очень много. Выкинула, значит, снова зайдем. Если вы просите, чтобы вам вернули деньги назад, все уведомления приходят на электронную почту, и это гораздо легче со всем этим делать. Зашли мы снова, и у нас почему-то видоизменилась страничка. Ну, все так же у нас в личном кабинете. Вы перевели нас наверху, вот настройки аккаунта. И первое у нас security, охрана, в общем, всякие пароли, что у нас там, изменить пароль, номер телефона, секретный вопрос, персональная информация, это куда вам отправлять, изменить аватар, то есть фотографию можно добавить, и здесь куча всего остального. Ну, нажимаем изменить мой пароль. Возьму. И ждем. Ждем. Оно у нас опять говорит, что вам нужно направиться на Alipay. И у нас вот идет эта ссылочка. И наконец-таки теперь оно нас отправляет на сайт Alipay. Это наш электронный кошелек. У него вот такой вот значок, эмблемка. Мы не можем перевести это на английский, поэтому давайте подождем, может быть, что-нибудь еще загрузится. Я ничего не нажимала, оно все так же само продолжает загружаться. Это у меня номер телефона. И номер телефона автоматически стал моим, как же называется, логином в этой системе Alipay. Давайте посмотрим, что они нам сказали. Ваш аккаунт. Говорится о том, что для нашего аккаунта, для нашей учетной записи нужно сменить пароль. И для того, чтобы его сменить, вот на номер телефона наш придет сообщение, надо нажать кнопочку. Нажимаем. И ждем. Нажмите для получения проверочного номера. И нам вот мгновенно приходит
код 242330. Нажимаем «Далее». Теперь... А что у нас теперь? Теперь это у нас наш логин. И нам нужно ввести пароль. Пароль для системы Alipay. Для того, чтобы не путаться, я советую делать точно такой же пароль, как для Taobao. Но как хотите, вы так и делайте. Я буду делать такой же. То есть в моем варианте это большая Q, 1, 2, 3, 4, AZ. И подтвердить. Он пытается проверить. Говорит, что вы успешно сменили ваш пароль. И вы можете... PayPal, оно переводится всегда как этот Alipay, но когда вы переводите на английский, оно всегда будет говорить как PayPal. Типа платежная система. При нажатии на Return to my Taobao, то есть вернуться к моему Taobao, мы дошли, и мы все-таки хотим изменить нашу почту электронную. У нас первая такая ссылочка, и на нее мы нажимаем. И ждем. Долго ждем. Конечно же, нужно иметь стальные нервы, чтобы пользоваться этим сайтом за пределами Китая, но что ж поделать, других вариантов нету. Вот у нас перешло на нужную страничку, здесь номер телефона, нажимаем кнопочку «Получить код» и ждем смс-ку. Смс-ка приходит мгновенно. Вводим код. Вводим код. И нажимаем кнопочку «Далее». И опять же ждем. Я у нас снова перевела на другую страничку. Здесь у нас номер телефона, и здесь нам нужно ввести нашу электронную почту, которую мы хотим добавить. Вот мы ее вводим и нажимаем «Продолжить». И опять ждем для перехода к следующему этапу, завершающему. Что у нас тут сказано? У нас тут сказано, что письмо было отправлено на вашу вот электронную почту. Пожалуйста, зайдите, там проверьте. И мы заходим. Действительно, мне тут сказано, что у меня вот одно новое письмо. Заходим, смотрим. Непонятно что. В общем, нам нужно или пройти по вот этой ссылке для подтверждения, или нужно скопировать и вставить в браузер вот этот вот адрес. Ну, нажимаем на ссылочку и ждем. Здесь у нас, по идее, должен быть вот отчет, в течение которого письмо должно прийти. И все хорошо. У нас написано, что мы добавили адрес электронной почты. И теперь все хорошо. Мы возвращаемся в наш кабинет. Таки нас перевело снова в наш кабинет, личный кабинет на taobao.com. И можем посмотреть, что вот у нас уже есть электронная почта, у нас есть наш номер телефона. И здесь у нас вот такая типографика о том, насколько мы все заполнили. И у нас вот первая штучка это, что мы должны, это насколько у нас заполнена анкета. То есть для того, что если вы хотите оставлять комментарий, то каким-либо товаром вам нужно, чтобы оно было зелененькое, а не желтенькое. То есть для этого вам нужно, например, тут секретные вопросы, ответить, задать секретные вопросы, на них ответы.
и так далее. Все это вы можете перевести на английский язык или на русский язык, и дальше там прочитать другие там настройки, то есть настроить. И сейчас нас будет интересовать, в принципе, наверное, самое главное, это вы купили товар, ну, то есть вы выбрали уже все, вам нужно оплатить, но куда вам доставят? Нужно адрес найти, то есть писать, изменить. Заходим в эту наверху вкладочка, это называется личные данные, ну, то есть аккаунта. И третье снизу называется адрес, mailing address. И здесь мы выбираем страна Китай. Здесь у нас идет адрес, улица, там дом. Тут у нас идет индекс, ну и так далее. Номер телефона. Вы можете перевести на английский, все у вас будет хорошо. Варианты выбора у нас есть Китай, Тайвань, Гонконг, Малайзия и за пределами страны, то есть за пределами Китая и Азии. Но хочу сказать сразу, что практически все продавцы, они не отправляют за границу, то есть вам нужно будет искать посредников и отправлять на их адрес. Адрес мы здесь указываем, здесь почтовый индекс, имя получателя, номер телефона получателя, ну, мобильный номер и стационарный номер. И можно также поставить галочку «Установить его как адрес по умолчанию». То есть, если живете в одном месте, никуда там не ездите, не путешествуете, не переезжаете с места на место, то можно указать эту галочку и сохранить. Но сейчас я не буду указывать никакой адрес, потому что я не проживаю на территории Китая сейчас, и я не знаю своего точного адреса. И все. У нас, в принципе, аккаунт в Taobao настроен, и мы можем уже практически совершать покупки. Осталось только зарегистрироваться в платежной системе Alipay.